Друзья, всем привет! Меня зовут Ольга Прилуцкая. Вы на канале Вязание это модно. В сегодняшнем видео вторая часть вязания нашей круглой кокетки, которую мы вяжем крючком. Кто-то вяжет из Alize Diva, кто-то вяжет из хлопка типа Bella. И сегодня мы будем говорить о третьем раппорте узора в высоту. Это вот этом кусочке вязания. Разберем его порядно, постолбично, а также поговорим о ростке и тоже начнем его вместе с вами вязать. Но сначала минутка рекламы. Если, друзья, хотите связать вместе со мной вот такую замечательную кофточку с круглой кокеткой спицами, то, пожалуйста, подписывайтесь на меня в Telegram. Ссылка будет дана под данным роликом. И этот проект я решила сделать на платной основе. Это совместное вязание. Цена чисто символическая. Это всего 100 рублей, если вы сами будете делать расчет по моему примеру. Если вам это интересно, то, конечно, подписывайтесь. А теперь вперед! Так выглядит моя кокетка, которая выполнена из Alize Diva, и ее полностью вы видели и в прошлом видео. Кокетку из хлопка я вам покажу сейчас. Это кокетка из Беллы. Здесь еще не провязан один ряд у меня. Это вот эти вот, так скажем, веерки, которые завершают нашу каплю. И если моя кокетка из Дивы сейчас 18 сантиметров, то кокетка из Беллы уже 21 сантиметр. И если будет провязан еще один большой ряд вот этих вот ракушек, то она будет уже 22-23 сантиметра. Итак, двигаемся дальше. Итак, друзья, сначала у нас будет в разборе кокетка, которую мы вяжем из Дивы. Ряд у нас следующий, это ряд номер 13. Он полностью соответствует ряду номер 7. Вы можете отмотать назад мой предыдущий ролик, то есть найти там, где вяжется 7 ряд. Это вот этот ряд, где большой столбик с накидом ставится между веерочками. Здесь это также происходит, вот между веерочками ставится столбик с накидом. Дальше вяжется 4 воздушные петли. В этом варианте, вот здесь, вот во втором раппорте узора мы вязали здесь 3. Здесь единственное отличие вот всего это, вот всей высоты вот этого раппорта, что вот здесь вот в этом первом ряду, в 13 вместо 3 петель вот здесь вяжется 4. Все остальные ряды раппорта, это 14, 15, 16, 17, 18 ряды, это все повтор вот этого второго раппорта. Вы полностью вяжете еще одну каплю по раппорту номер 2. Только изменения затрагивают 13 ряд, где вот здесь вот я поставила 4 воздушные петли. Но мне показалось, что 3 как-то схватывают наше вязание. Попробуйте поставить 3, может быть у вас в принципе все будет нормально. Потому что дальше идет полный повтор раппорта, и в принципе у меня все легло очень хорошо. Если вот так вот вам положу сейчас этот раппорт, чтобы они уже не друг на дружке лежали, а в один слой, то вот так вот он выглядит. Это что касается Дивы. Тут вообще ни о чем думать не надо, просто вяжем повтор. Теперь что касается хлопка. Вот в хлопке есть небольшие изменения. И хлопок я разберу поподробнее. Также я предлагаю вам заскриншотить вот эту вот мою схему, которую я вам приготовила для того, чтобы вязать дальше из хлопка. У нас в хлопке сейчас 14 ряд. Вот это у меня пометки, номера рядов, а это прорисован раппорт. Здесь все понятно. Это количество столбиков. В первом ряду 1, потом 2, потом 3, потом 5, потом 7, потом 8. 4, между ними 3 и 4. То есть все в принципе то же самое, что мы вязали в предыдущем раппорте. Единственное отличие, здесь капельки начинают дальше расходиться друг от друга, и появляются уже вот такие вот выпуклые столбики, не один столбик, а 2. Сейчас я вам это покажу вот здесь вот на примере. Вот смотрите. Значит, у нас 14 ряд, который идет после лепестков. Я сейчас найду начало ряда, чтобы показать вам, как же там нужно сделать. Вот здесь у меня начало ряда, и я
так хорошо, удачно получилось, что цвет был контрастный. То есть после того, как я оранжевым цветом закончила, у меня осталась вот здесь вот розовая нитка. И что нужно сделать? Вот у меня в этой схеме написана такая пометка: перебраться в 4-й столбик с накидом. То есть в 14 ряду, когда вы закончили вязание, а оно заканчивается вот здесь. Сейчас перевернем с вами вязание вот так. В 14 ряду вязание закончилось вот здесь. Я шла последний веерок, и у меня встретились оранжевые веерки с розовыми. Вот. То есть я завершила ряд, сделала веерок, провязала 3 столбика без накида, и нужно перебраться в 4-й столбик. Вот я перебираюсь 1, 2, 3, 4, ярко, чтобы вам показать, вот прям по лицевой стороне. Вы это можете сделать, если у вас, допустим, здесь встреча разных цветов, как у меня, потихоньку по изнаночной стороне, чтобы не было так ярко видно. Или если вяжете из однотонной пряжи, то вам все равно. В 4-й столбик с одним накидом мы вяжем столбик без накида. Дальше 3 воздушные петли, столбик без накида, пропуская 3 столбика. Дальше у нас 4 воздушные петли, столбик с накидом вот сюда, вот в эту вот, в расстояние между веерками, где было связано 3 столбика без накида, так вот в центральный ставим столбик с накидом. Затем у нас идет опять 4 воздушные петли, снова прикрепляемся в 4-й столбик. Вот здесь мы перебирались к нему, чтобы начать, а здесь вот у нас 4-й столбик. 1, 2, 3 в 4-й, ставлю столбик без накида. Снова 3 воздушные петли и, пропуская 3 столбика, ставлю столбик без накида. И опять 4 воздушные петли, столбик с накидом. Это 14 ряд. 15 ряд. В 15 ряду, там, где стоял 1 столбик с накидом, появляются 2. Вязание 14 ряда заканчивается у нас вот здесь, прикреплением вот сюда. И здесь можно связать либо 3 петли подъема, либо сразу вязать выпуклый столбик. Как связать сразу выпуклый столбик? Вот смотрите, я вот здесь вот остановилась. Вот у меня начало ряда. И получается, что я прикрепилась в выпуклый столбик. Как я прикрепилась? Вот я связала 1 воздушную петлю и вот так вот прикрепилась в выпуклый столбик. И теперь вот здесь вот мне нужно вязать подъемные петли, столбик подъема. Я вяжу сразу выпуклый столбик, вытягиваю петлю, делаю накид на крючок и сразу вяжу выпуклый столбик. То есть вот сюда завожу крючок, вытягиваю нитку, их сейчас у меня 3 на крючке, провязываю сначала 2 и потом провязываю еще 1. И вот у меня подъемный выпуклый столбик. Так вот, здесь мы вяжем подъемный выпуклый столбик, потом вяжем 4, нет, вру. Здесь у нас все время 3 воздушные петли. Вот эти вот столбики выпуклые, между ними всегда 3 воздушные петли в любом ряду. Вот смотрите, в 15, в 16 и так далее до 19 здесь все время 3 воздушные петли. А количество петель, которые отделяют вот эту капельку, у нас уменьшается. Было 4 в 14, 4 будет в 15, 4 будет в 16. А вот с 17 ряда, где уже 5 веерков в капле, петель будет 3. В 18 ряду, где 7 столбиков вот в этой капле, их уже будет 2 петли. И в 19 ряду, где у нас появляется 8 столбиков с накидом, между ними 3 воздушные петли, там уже только 1 петля выделяет каплю. А вот эта вот часть узора, она всегда идет выпуклый столбик, 3 петли, выпуклый столбик. Вот так это у меня получилось. А 20-й завершающий ряд, сюда у нас будет 11 веерков, вот в эту вот каплю 11 веерков. Здесь присоединение. И вот здесь вот у нас будут столбики без накида. Вот таким образом мы завершаем эту кокетку из Беллы. Если что-то будет непонятно, вы можете задать мне вопрос. Друзья, всего в моей кокетке 34 раппорта. Я буду распределять так. 7 раппортов я отдам на рукав. То есть на 2 рукава у меня уйдет 14 раппортов. Остается 20. Я могу сделать так. Точнее говоря, могу предложить вам сделать так. 20 раппортов. Вот у меня, например, не очень большая грудь, и поэтому эти 20 раппортов я могу поделить ровно пополам. 10 у меня пойдет на спинку и 10 пойдет наперед. Если у вас пышная грудь,
и вы точно понимаете, что вам нужно откладывать больше, то распределить можно эти 20 так. 11 раппортов у вас пойдет наперед, 9 пойдет на спинку. Итак, мое вязание закончилось вот в этом моменте. Вот у меня раппорт. Отсчитываю я таких раппортов 10 штучек и на них буду вязать росток. Отсчитываю 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот до этого момента у меня спинка. Теперь как мы начинаем вязать? Первый ряд я провязываю столбики с накидом. Сейчас я вот тут найду, где у меня ива очень быстро ползет, поэтому, чтобы вязание не распустилось, я делаю вот так. Я вот в эту петлю, которую откладываю вязание, продеваю клубочек и затягиваю вот так. Даже если у меня что-то где-то дернется за эту нитку, у меня ничего не распустится. А потом я всегда в диву могу вот так вот здесь вставить крючок, и все у меня дальше идет хорошо. Итак, я делаю, можно сделать подъемный столбик, я делаю 3 петли подъема, и теперь в каждую петлю я провязываю столбик с накидом. Но там, где мне попадаются арки, здесь у меня вот конкретно арка из 1, 2, 3, 4, из 4 петель, сюда я провязываю просто 4 столбика с накидом. То есть этот ряд у меня полностью соответствует по количеству столбиков предыдущему ряду. Вот 4 столбика с накидом я провязываю в арку. Если вы хотите провязывать в каждую петельку, можно провязывать в петельку. Дальше мне встречается столбик без накида, я в него тоже делаю столбик. Дальше у меня опять арка, я в нее делаю 4 столбика. 1, 2, 3, 4. И столбик над столбиком. И так я вяжу до конца ряда столбиками с накидом. Потом расскажу, как будем возвращаться. И еще вот здесь мы будем делать небольшое приращение. То есть у нас росток будет идти не вот так ровно, а вот так в сторону, чтобы он уже формировал пройму рукава. Я, друзья, провязала ряд до конца. И теперь такие небольшие мои рассуждения по поводу ростка. Смотрите, дальше у нас уже идет рукав. На него я отложила пока 7 раппортов. И вот смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 даже уже вот сюда выходит. Чем больше вы будете вязать сейчас росток, то есть чем больше вы будете поднимать спинку и опускать вперед, тем большее количество у вас вот здесь вот петель потом добавится в рукав, потому что по этой части росточка, по этой части вот этого прямоугольника, который мы сейчас с вами довяжем, условно говоря, прямоугольника, который мы довяжем по спинке, в боковой его части эти петельки пойдут в рукавчик, они будут увеличивать рукав. Поэтому, если у вас росток будет небольшой, 4-6 рядов, то я рекомендую вам оставить количество раппортов на рукав тем же, то есть 7. Если вы предполагаете большой росток, 10-12 рядочков, чтобы опустить горловину еще ниже вот сюда, чтобы вырез по переду был глубже, тогда я рекомендую здесь сократить на 1 раппорт количество петель, чтобы потом рукав не оказался слишком большим и не топорщился. И, наверное, друзья, я сделаю это именно так. И обратный второй ряд мы с вами вяжем столбиками без накида. То есть просто поворачиваем вязание на изнаночную сторону, и по изнаночной стороне мы будем проходить столбиками без накида. Но мне так больше нравится, чтобы наше вязание и с изнанки, то есть, точнее говоря, чтобы наше вязание с лица слишком не отличалось, если мы пойдем все время столбиками без накида, столбиками с накидом, потому что все-таки они на изнанке выглядят вот так, а на лице вот так. Это будет большое разночтение. Столбики с накидом у нас будут идти по лицу, а по изнанке мы делаем воздушную петлю подъема, и в каждый столбик мы вяжем столбик без накида и возвращаемся в нашу точку. Провязывая ряд до конца, не теряйте последний столбик, то есть вот в эти петли подъема обязательно сделайте столбик без накида. Поворачиваем работу на лицевую сторону. Теперь мы делаем приращение уже под пройму. Я делаю 3 воздушные петли подъема. 1, 2, 3. И сюда же, куда я вязала вот последний столбичек, вот в эту петлю,
я вяжу еще 2 столбика с накидом. 1, 2. То есть мы делаем так называемое наше расширение вот сюда. Дальше у нас будут скрещенные столбики в этом ряду. Как они провязываются? Первый столбик с накидом я вяжу сразу во вторую петлю. То есть одну петлю я пропускаю, во вторую вяжу столбик с накидом. А теперь вяжу столбик с накидом в пропущенную петлю. Можно вязать это 2 способами. По лицу и по изнанке. Мне больше нравится вариант по изнанке. По лицу проще. Вот показываю вам, как это вяжется по лицу. Накид. И по лицу заводим крючок вот в эту пропущенную петлю. И провязываем столбик с накидом. Вот так. Как это вяжется по изнанке? Пропускаю одну петлю. Вот в эту петлю у меня уже связан столбик. Просто он отклонился вот в ту сторону, и кажется, что петля свободная. Тут нужно контролировать. Столбик уже в этой петле есть. Пропускаю одну, во вторую ставлю столбик. Теперь ставлю в столбик в пропущенную по изнанке. Накид на крючок. И завожу крючок вот так, с той стороны вот так. В пропущенную петлю, вот в эту. Беру здесь столбик, вот там как бы сзади, то есть у нас теперь вот этот столбик выходит наружу, и провязываю там за этим столбиком вот этот столбик с накидом. Вот посмотрите, сравните, друзья, вот этот столбик, вот эту перекрещенную пару и вторую перекрещенную пару. Видите, как четко и рельефно выглядит второй вариант и как смазанно выглядит первый, но он вяжется проще. Поэтому, если вам нравится первый вариант, вяжите так. Если нравится второй, вяжем так. В последнюю петлю, которая нам попадется, вот сюда, мы вяжем 3 столбика с накидом. Друзья, используя 3 вида вот этих столбиков, мы вяжем с вами росток. Этими столбиками в дальнейшем будет вязаться все тело нашей футболки, нашего топа, как хотите это называйте. Это столбики с накидом, столбики без накида и вот эти вот скрещенные столбики. Как вы их будете чередовать, это чисто ваша задумка, ваша, так скажем, фантазия, ваше творчество, и его начать применять вы можете уже в ростке, то есть сделав ряд вот таких скрещенных столбиков и вернувшись по изнаночной стороне столбиками без накида. Дальше вы думаете сами, сколько столбиков, сколько рядов столбиков с накидом вы будете вязать и как часто вы будете применять вот такие скрещенные столбики. Мы встретимся с вами, когда наш росток будет готов. Я предполагаю его сделать примерно 10 рядов. Мы будем замыкать вязание в круг и оформлять петли подреза. Ну что ж, на этом, друзья, все, чем я хотела бы с вами сегодня поделиться. Очень надеюсь, что была вам чем-то полезна в данное непростое время. Может быть, чем-то интересно, чем-то скрасила ваш досуг. Вы немножко отвлеклись, немножко повязали. Всем пока-пока. До новых встреч. Мы с вами обязательно довяжем эту футболочку где-то, но мы с вами все равно встретимся. Пока-пока.